Всем привет, я Макс Асабин. Что не так с постерами фильмов о Человеке-пауке? Я не о тех постерах, что просто странно выглядят, и не о тех, где перепутали глаз Нику Фьюри. Мы поговорим об обычных постерах, которые в целом выглядят нормально, но содержат множество ошибок, которые не должен совершать человек, профессионально работающий с фотомонтажом. Я разберу основные ошибки нескольких постеров, также расскажу вам немного важных знаний о перспективе, а в конце поэтапно покажу, как я исправил один из постеров. Начнем, пожалуй, с самого дна. Я бы мог начать с претензий по освещению, сказать, что тени на пауке должны быть более глубокими, чтобы вписать его в окружение. Но какой в этом смысл, если длина большого пальца его ноги больше высоты кирпича, а его левая стопа длиной чуть больше полуметра, а сам он походу играет в твистер, иначе я не могу понять, почему точки опоры для его ног находятся не друг напротив друга. Ладно, давайте лучше прервемся на минутку основополагающих знаний о перспективе. Вероятнее всего, многие из вас знают, что все параллельные друг другу линии, удаляясь от нас словно железнодорожные рельсы, сходятся в одну точку. И вы удивитесь, но данную точку называют точкой исхода. Но что интереснее, если эти линии еще и параллельны горизонтальной плоскости Земли, то данная точка исхода всегда находится на высоте горизонта. И чё, спросите вы? Я думаю, вы замечали, отвечу я, что множество объектов в нашем мире имеют в своей форме эти самые линии, параллельные Земле. Например, различные здания. У строителей ведь есть такой инструмент, уровень. И очевидно, что вот эти кирпичики параллельны Земле. Так, сложив все эти факты воедино, вы, наверное, уже догадались, что мы можем находить точки схода перспективы разных объектов и с помощью них определять, как правильно уложить предмет в общую композицию. Что ж, вернемся к нашим постерам. Если кто-то уже заметил, что с левой стеной что-то не так, поздравляю, у вас неплохой глазомер. Проверяем точку схода и видим, что она находится гораздо выше горизонта, а получается здание падает в нашу сторону. Спасайтесь, ведь всего этого можно было избежать, всего лишь сдвинув стену чуть ниже. Но все же тут есть кое-что хорошее. Это городской пейзаж, потому что его же использовали вот в этом постере, а он уже гораздо лучше. По сути, единственная проблема тут это данный заборчик на набережной. Обратите внимание, что большая часть тела паука находится где-то позади забора. Он явно не выглядит как парень, лежащий на такой узкой поверхности, а она действительно узкая. Очевидно, фотография изначально не идеально подходит к этой задумке, и я даже не знаю, как это исправить. Можно с натяжкой представить, что там поставили двойной заборчик. Да ладно, это мелочь. Придираться к освещению тоже не хочется. На фоне, конечно, мы видим город под палящим солнцем, а на паучке мягкое освещение. Под солнцем он бы выглядел примерно вот так, но вероятнее всего он в тени ближайшего дома или облака. Это действительно нельзя назвать ошибкой. Кстати, мои похвалы фотографу, снимавшему фон для этого постера, ведь он сделал несколько снимков с разных мест, а затем объединил их, чтобы сделать наиболее красивый кадр и убрать штаб-квартиру ООН. А вот здесь очень странные дела творятся с перспективой. Во-первых, судя по наклону знака, на фоне мы можем видеть разве что небо, так как точка схода и горизонт для знака находятся далеко за пределами кадра. А во-вторых, мне сразу бросилась в глаза высота съемки этого фона. То есть это очень высоко, вам не кажется? Но если вы сомневаетесь, в Google Земле я нашел место, откуда это снято. Откуда-то из вот этого небоскреба. Я даже потратил время, чтобы нагуглить, где бы мог находиться такой указатель. И нашел только два подобных, вот этот и этот. К сожалению, я не нашел указателя, находящегося на небоскребе на высоте 80 метров. Ладно, что тут еще? Промах с тоном тени на башне Мстителей. Странные гвоздики, не попадающие по резкости, вбитые так, будто это не квадратный столб, а плоский. Вот эти разные по глубине тени. Не помню, чтобы у стервятника были прозрачные крылья. Хоть нарисованы эти тени достаточно аккуратно и вроде бы правильно. Как правильно? Если учитывать, что здесь солнце светит вот в этом направлении, а на фоне в этом... два солнца с кем не бывает. Мне очень нравится задумка этого постера, есть в ней что-то по-детскому приятное, но что тут творится с домами, непонятно. Не везде можно проверить перспективу по точке схода, но даже там, где это можно сделать, мы видим абсолютно разную высоту горизонта.
Увольте архитекторов, построивших это. Едем дальше. Так, в этом нет никаких ошибок. Ага, а вот и один из постеров второй части. Ну, я не буду придираться к тому, что арки, на которой висит паук напротив моста Риальто, попросту нет. Пейзаж позади него, да и все остальные дома выглядят иначе. Это художественный замысел ради общей красоты постера. У меня нет претензий к этому. Но, к сожалению, новые дома вокруг моста не попали в его перспективу. Это видно даже невооруженным глазом, если посмотреть на вот этот фантастический излом на поверхности воды. Так, что дальше? Ну, вы все поняли. Я уже даже не буду говорить про перспективу. Поверхность Земли и архитектура на фоне живут разной жизнью не только в этом плане. Тут даже отражается неведомо что. Отражение фона наложились на криво налепленное, полупрозрачное и почему-то очень резкое отражение паука. Стоило хотя бы влепить использованный фон в отражение. Ладно, давайте перейдем к самому последнему и наиболее важному для меня постеру. Его я попытаюсь починить. Первое, что бросается в глаза, снова корявое отражение. Во-первых, оно недостаточно размыто для такой поверхности. Во-вторых, налеплено оно как попало, не следуя форме и отражая даже в тех местах, где не должно. В-третьих, это просто скопированное изображение паука, отраженное в фотошопе по горизонтали. Но это работает не так. Проходя сквозь отражающие поверхности, изображение доходит до наших глаз совсем с другого ракурса. Использованный тут метод сработал, если бы камера находилась вплотную к стеночке. Но здесь не так. А чем дальше наблюдатель от отражающей поверхности, тем больше различается ракурс объекта и его отражение. Итак, давайте спрячем это, и я наложу поверх рендер, который я вам только что показывал. Теперь снова найдем точку схода. Она немного выше горизонта, давайте исправим это. Кстати, что с его ногами? Это похоже на ноги, опирающиеся на стену? По-моему, нет. Я подтянул их не очень аккуратно, но сойдет. Забавно, кстати, что в отражении высота горизонта изначально была примерно правильной, как будто бы дизайнер изначально сделал правильную перспективу, но потом запутался. Но отражение все равно придется заменить, так как отражаться здесь должна другая часть фона. И еще один интересный факт. На самом деле башня Мстителей по канону находится не здесь. Здесь находится здание Камкаста, а башня Мстителей на несколько кварталов левее. Ну, уже гораздо лучше. Осталось только увести в тень вот эти некоторые части башни, спрятать или убрать совсем необоснованные отблески, чуть подтемнить паучка, поработать над воздушной перспективой, чтобы сделать все объемнее, приятнее, реалистичнее. Теперь давайте сравним с оригиналом. Не знаю, как вам, мне так нравится гораздо больше. Что ж, если вдруг каким-то чудом это посмотрит кто-то из Sony, хочу сказать, что можете в следующий раз обращаться за помощью ко мне. Все-таки не стоит допускать такие ошибки, когда вы работаете на таком уровне. Всем остальным советую учиться на чужих ошибках, учиться на своих ошибках, да и на моих тоже. Если вам понравилось видео, а также то, что это целое второе видео за год, вы можете поставить лайк, а кто-то вообще смотрит это не подписанным, обязательно подпишитесь, чтобы на моей душе стало чуточку теплее. Спасибо за просмотр.